привет! Всем здравствуйте! У нас поездка за границу. Едем в аэропорт по трассе, по мотовею. Поездка интересная. Приехали в аэропорт, вот он. Сидим сейчас, обедаем в кафе Неро. Кофе такой неплохой, капучино. Съели панини. Ждем посадки. Вернее, не посадки, еще просто регистрация. Подлетаем. Обещала рассказать. Приехали в венгерский город Дебрецен. Будем гулять, будем проводить время. 2 недели здесь отдыхаем и заодно улаживаем свои медицинские проблемы. Такой аэропортик. Такой аэропортик небольшой здесь. В пару стран летают они. Ну, в Англию летают. Лондон, Лутон. Находится на восточной, по-моему, границе Венгрии. От Будапешта, по-моему, 2 или 3 часа. Так что город небольшой, популяцию потом напишу, сколько здесь людей живут. Сейчас здесь холодно довольно-таки, но не ощущается, что морозно. Это +2. Вот и ясно. А улетали мы, было очень-очень дождливо. Сегодня первый день в городе. Очень хорошая погода. 1 градус тепла. Сейчас 10 утра. Но по ощущениям, наверное, 3-5 вот так, потому что это континент и совершенно другие ощущения, даже когда минусовая температура. Покажу вам окрестности немножко. Тут площадь. Такие вот строения красивые. Ну и американский Starbucks, естественно. Сегодня воскресенье, сегодня все закрыто. Идем в магазин Tesco. В Англии тоже сеть магазинов. Это здесь они есть. Людей немного сейчас на улице. Ну, потому что воскресное утро. Так что так все нормально. Квартира хорошая, где мы живем, апартаменты. Да. Или как он там правильно по-венгерски. Одежды. Ну, сейчас все закрыто. Сейчас, если только продуктовые открыты. Так что прогуливаемся. Вот какой Tesco большой здесь. Парковка огромная. Где-то не, по-моему, в той степи Lidl. Так что здесь инфраструктура развита. Все есть. Магазинов много различных. Ну и памятники всякие архитектуры, музеи, кинотеатр. Кинотеатр очень интересный. Он 4D. Там тебя и трясут на креслах. Сходим как-нибудь. Зоопарк здесь есть в этом городе. Аквапарк хороший. Так что есть чем заняться. Так, Tesco стандартный. Правда, язык непонятный. Ну ничего. Google нам в помощь.
Поменяли. Тут Юск открыли. Раньше не было. Все заменили. Различных много магазинчиков маленьких. Валюту меняют тоже. Мы не взяли. Ну ладно. Здесь стрижка. Стригут. Очередь даже. Пирожные выбирают. На этом на распродаже всякие игрушки. Вон, видите, с Харри Поттера этот домашний эльф. Или тролль, или забыла, как его. Эльф. 11 тысяч стоит, 495. На скидке 50%. Различные игрушки. Ну, тут не только игрушки, тут и мешки для мусора, и кремы для лица, и гарнье для волос, маски, вот. Рюкзаки, кремы. Хотим купить кружечку, но здесь нет нормально. Все большие, надо маленькие, надо в другой магазин будет идти. Все такие керамические. Огромные. Вот. Не найти особо. Ну, смотрите, уже пасхальные зайчики, кролики. Тема пасхальная. Украшения, декорации. Такая стена дома старая, обвалившаяся, штукатурка, кирпич. Здесь так что здесь много, район такой недалеко от центра. Здесь одноэтажные дома, иногда двухэтажные. Многие реставрируются, реновируются. Солнечно здесь часто. Вот пока вот сколько, 5 дней мы здесь, и пасмурного дня не было ни одного. Несмотря на то, что сейчас минус 4, вообще не ощущается. Если бы я в Британии была такая, то уже бы, наверное, как минус 10. Но здесь абсолютно нормально. Вот такие вот улочки. Туда я пришла. Туда я потом пойду. Вот. Конечно, такая обочина здесь. Что еще? Отдыхаем. Еще сходим, скорее всего, в аквапарк. Сходим в 4DX кино. Посмотрим, правда, на венгерском языке будем смотреть. Здесь все фильмы дублируют на венгерский язык, без субтитров, естественно, на английском. Как бы можно было на английском смотреть и с субтитрами на венгерском, но не получается. Вот. Что так вот выглядит. Пойду я. Ну, этот дом более-менее отреставрирован. Опять на главной площади нахожусь. Вверху. Здесь отель. Как-то рань. Вот трамвайная линия. Сейчас трамвай приближается. Сегодня пасмурная погода, -1. Снег мокрый. Но он уже растаял. Был с утра. Здесь, по идее, пешеходный переход. Можно переходить. Вот такая вот зебра сделана.
Там впереди палатки, видите. И идем сегодня в торговый центр. Прогуляемся по нему, посмотрим, что да как. Потому что не были. На улице сегодня не очень хорошая погода. Хотя для нас привычная. У нас в Англии похожая погода. Частенько бывает. Вот. Конечно, большие проспекты с британскими не сравнить. Тогда выходишь, все такое обширное, большое, площади большие. Да. Много других каких-то маленьких магазинчиков. Вот. Так что вот аптека. Так вот машина вылезает. Вроде пешеходная улица, в то же время машина. А сейчас ворота надо пойдет закрывать. Вылез. Такие съезды. Такой вот проспект. Можно прогуливаться. Людей не слишком много. Кафе. Обслуживают на улице. Под зонтиком можно посидеть. Эспрессо, кофейня какая-то. Тоже площадь с памятником. Велосипедисты ездят везде практически. Цветочники. Цветочки продают на улице. Ну, несмотря на то, что -1, спокойно можно идти. Без перчаток, без ничего. Кстати, сзади машина. Едет тихонечко. Выехать надо, там дальше будет уже дорога. Вот так вот, наверное, можно, я не знаю. Ну, никаких столбов не стоит, значит, можно. Внутри цех торгового мола, форум называется. Вниз так можно спуститься. Фонтанчики. Ну, стандартный набор магазинов. Tommy Hilfiger, H&M, Нью-Йоркер, Guess, Stradivarius. Douglas, Rinascimento, Made in Italy. Парфюм Спрингфилд. Роланд. Ну и наверху тут тоже всякие сети магазинов. Там наверху продуктовый. Спар называется. Выходы на парковке. Такой вот он. Ну, не сильно огромный, но и среднего такого размера аутфит. Такой. Так, хочу вам снять тут магазин. Вернее, это не магазин, это маникюр-педикюр. Это вот такие вот старинные фены. Я не знаю, может быть, остались они, не остались. Старинные такие. Помните, одевались такие фены
на голову, сушились в советское время. Ну, здесь люди тоже не молодые. А здесь еще такое вот интересное место. Патика называется. Я хочу прогуглить, посмотреть. Здесь всегда стоит очередь. В любое время, разного возраста. Я не знаю, аптека это или не аптека. Не могу понять, что это социальное, что там может быть. Непонятно. Вот. Может быть, разузнаю, расскажу вам, почему здесь все время очередь стоит. Здесь есть обыкновенные аптеки, и в них очереди никогда я не видела. А здесь вот с крестом зеленым, ну что это может быть? За витаминками, не знаю. Молочная кухня. Ну, тут это пожилые и среднего возраста люди стоят, и вот в очереди. Я смотрела, ну там места не так много. Ну, можно было и зайти, и не стоять на улице в очередь. Вот мы в прошлые разы приезжали, здесь также люди стояли. В общем, интересно. Особенности всяких стран различных. Непонятные. Надо будет узнать. Ну, если будет возможность узнать. Так просто для информации. Ну, такая тут архитектура. Тут архитектура 50-х. Вместе с 60-ми годами прошлого века все построено в то время, выстроено. Это квартиры жилые наверху. Новостройки есть, но их не так много. Во всяком случае, где мы гуляем, тут тоже главная постройка каких-нибудь 80-х. Или даже 90-х такие тоже строили. Ну, скорее всего, 80-е в конце такого. Снизу магазины, кафе, наверху квартиры. Вот. Интересный магазин такой. Называется «Шапка Коллап». Или как он переводится. Различные шапки продаются, береты, кепки, шляпы. Ну, так название просто интересное. Надо подальше отойти, снять. Вот. Шапка, сапка. Сапка Коллап. Название какое. Смешно, прикольно. Берет. Манекены такие. Цены. Цены в форинтах. Вот со скидочкой. Да? Внутри. Ну, тут и одежду тоже продают. Это блузки, свитера. Здравствуйте, здравствуйте. Вот. Ну, тут я не знаю, что это такое. Вот так вот. Еще раз. Хотела просто показать ради интереса. Первый раз проходила. Название привлекло. Ну, в прошлый раз я тоже обращала внимание. Что такое интересное название. Вон, видите, вывеска Apple. Стрелочка. Это значит Apple go down или что? И что это значит? Или это просто Apple и потом Apple U и Hungary. Hungary. Apple for you. Это для вас. Так что магазин Apple'овский. Цветочки еще раз. Кафе. Ну, такое попроще кафе. Много здесь людей сейчас на улице, несмотря на -1. Сидят на улице люди. Хозяйственный магазин. Промтоварный, как раньше говорили. Розочки какие-то красивые. О, как-то какой интересный букет. Смотрите, одна роза такая длинная с листом большим. И вокруг белые цветочки. Странные. Ну, по крайней мере, тут хоть по 3 цветочка. Не так, как в Англии, все четное. Если купишь букет, у тебя всегда будет четное количество в букете цветов. Надо всегда смотреть. Мы-то
Для нас как-то нечетное, надо все-таки... А четное это все-таки на кладбище носится по приметам. А в Англии на это не обращают внимания, дарят тебе четное количество. И все. Наши люди волнуются. Еще один что-то iPhone. Непонятно, что это тут. Айпады продают. Еще один такой же точно магазин. Или это ремонт, или что. Вон сумочки на продаже различные. Окей. Ну, не брендовые просто. Может, и кожаные даже. Надо потом заходить, посмотреть. Площадь с памятником. Тоже, видите, такая архитектура прошлого века, 20-го. Оттуда мы пришли сюда, переходили трамвайную линию. На мотороллерах ездит. Доставка. Здесь очень много доставщиков различных. С разных стран приезжают. На работу сразу устраиваются. Местные, я так понимаю, не очень-то хотят доставщиками работать. Даже кое-какие клумбы еще остались, цветы. Вот. Король. Даже не знаю, какой. Но что-то с королем связано. Надо почитать. Зент. Иштван. Король Иштван. Вот их. Видите, корона, шапка лежит на подушечке. Кто сможет себе поднять, надеть на голову, тот и будет королем этого города. Шутка. Какие круглые штуки, похожи на ядра, а может быть и мяч. Ну, пинать их не стоит, потому что можно ногу сломать. Поднимать тоже не стоит. Выглядит как ядра, а может быть это мяч. Что символизирует, ну, непонятно. Вот. Видите, вот так вот по периметру выложено. Райффайзенбанк. Видите, такой. Кто-то шутили в комедии. Райффайзен. А у нас таких банков нету. Вот. Улица, где мы как раз недалеко, да, мы там апартаменты снимаем. Как раз, ну, все рядом здесь, мы в центре живем. Вон еще вот трамвайчик еще раз. Надо подождать, пока проедет. Вот. Башни с часами. Как раз мы прямо на эти часы смотрим, когда просыпаемся. Видно нам. Широкие такие переходы. Не очень понятно, как переходить. Уже говорила. Машина без стекла сзади. Стройка идет, ремонт. Много, опять же, кафе, магазинчиков на этой улице. Но здесь тоже машины, бывает, проезжают. Вот видите, в каких апартаментах живем на террасе. Это все квартира. Мы в самом там конце. Вот, интересно так. Внизу тут люди живут. Тут даже теплицы у людей. Кое-какие. Ну так, надо по терраске пройти. И в апартаменты. Вот, архитектура здесь такая, домов жилых.
В 90-е, возможно, построены. Может, раньше. Конец 80-х. Ну, Восточная Европа. Идем в магазин. Спар называется. Большой супермаркет. Внутри торгового центра. Здесь магазин Интерспар большой. Огромный. Ну, тут много других магазинчиков еще. Наверху тоже. Сказала, но видео. Почему-то. Первый раз такое. Фирма Avon. Машина такая здесь. Примерки. Nissan. Стоит аптека. Вот Интерспар. Интересно, интересно. Ну, говорили люди некоторые, что в некоторых местах нельзя снимать. Ну, почему-то странно. Первый раз такое мне сказали, что no видео, охрана. Евроникс наверху. Вот он, большой. И хозяйственный там строительный магазин. Большой торговый центр. Курьер проехал, Болт. Болт, Волт. Очень много их курьеров. Памятник какому-то Имре Пикару. Деятель какой-то. Вот здесь микрорайончик такой. Дома. Пятиэтажка впереди с балконами, с лоджиями. Видно. Смотрите, какие деревья. Специально плоские сделаны. Когда мы сюда еще в мае приедем, в мае, наверное, будет красиво, расцветут они. Вот тут целая аллея. Специально такие решеточки, они на них цепляются. Вот сделано. Интересно, как, да? Своеобразно. Ну, тоже одноэтажные, двухэтажные домики. Там вот многоэтажки остались. Здесь одноэтажки. По-моему, в прошлый раз, когда мы были, здесь тоже был дом снесен, так ничего не построили. Идем в кино на латвийский мультик. Там не совсем латвийский, там и гранты американские были. Флоу называется, Страуме, поток. Вот. В 2D. Здесь в Венгрии в кинотеатрах все дублируется на венгерский язык, но выбрали этот мультик, потому что там никто не говорит, можно смотреть, там только мяуканье и звуки животных. Ну, посмотрим. Он выдвинут, получил «Золотой глобус» уже и выдвинут на «Оскар», на «Бафту». Я не знаю, еще новость не смотрела, получил «Бафту» или нет. Но да, в Британии премия вручается. Вот, сейчас вот идем. И только на 10 утра и в 2D. Мы думали 4D DX, этот, когда там все трясется. Огонь, все такое, всякие спецэффекты можно в кресле прочувствовать. Но, к сожалению, этот мультик не идет в 4DX. Посмотрим, может быть, в четверг сменится программа и какой-нибудь мультик. Имеет смысл идти, если даже языка не знаешь, идти на 4DX. Вот. Здесь такой парк красивый очень. Вот, с памятниками. Ну, наверное, вельмож, королей. Солнце такое, беседка. Ну, красиво, красиво надо было. Воскресенье, 9:30. Никого практически нет.
пусто в городе. Все спят еще. Мы идем в кино. Дебрецен Плаза, центр, где как раз кинотеатр находится. Ну, вот Ауди там магазин, Макдоналдс, ну еще Сенсей, Пепко, всякие магазины различные с одежды. Такой перекресток здесь. Оживленный. Вот такой центр внутри. Магазинчики. Эскалаторы. Там Алди впереди. Сейчас поедем наверх в кинотеатр. Купим билет. У нас время еще будет походить, погулять. Эскалатор, медленно двигающийся. Вот там, видите, Cinema City. Куда сейчас пойдем? Ну, очередь стоит. Лучше заранее купить билеты. Магазины еще пока закрыты все, но скоро откроются с 10. Еще пока половина 10-го, все закрыто. Здесь еще джим, ну, тренажерный зал и просто зал. Макдональдс впереди. Это что тут? Игровая гейм центр. Идем, проходим. Вот такой он, ну, небольшой. Видите, очередь. Одна касса работает, я так понимаю. Да, ну, надеюсь, билеты будут. Посмотрели мультик Флоу про котика черного. Такой относительно простой. Кому как, конечно. Может, так специально сделан в таком стиле простом. Смотрите, кому надо, кто захочет. Такой памятник здесь. Вы тогда проходили. Кто это? Кто это? Статуя Иштвана Боская. Ага, в 1906 году поставлена. Иштван. Так. Пойду по газону. В Англии можно ходить по газону. Не знаю, как здесь. Иштван. Вот. Там музей какой-то есть. Домики такие отреставрированные, желтенькие. Здесь тоже какая-то выставка, музей. Сегодня, я думаю, все закрыто. Сегодня воскресенье. Какое дерево огромное. Большое. Широкое. Ну, не... Так, это где туристическая информация написана. Это не написано, что это за здание. Ну, парк красивый, такой небольшой, чтобы посидеть хорошо и летом, и зимой. Сегодня очень тепло. Какая конструкция поставлена, инсталляция.
флагом. Там еще несколько статуй. Стеклянная крыша. Так. Ну, площадь. Здесь раньше бывало эти представления какие-то давались. Еще статуя. Площадь длинная. Тут все такое большое, проспекты большие, как в крупных городах. Все такое. Несмотря на то, что город не столица, но свой аэропорт имеется. Летает в несколько стран отсюда. В Британию летают, в Лондон в частности. Памятник. Защитники. Кусут. Это что такое? Тут город в миниатюре. Что есть тут? Поставлен. Да, точно город. Вот это вот место. Здание с башнями, с часами. Площадь, дома. В 93-м году, по-моему, сделан он. Touchable Invisible Relief of Debrecen City Center. Понятно. Ну, вот какой. Какой? Это герб, что ли, или карта? Герб, скорее всего, да. Герб. Обычно очень много людей, в воскресенье никого нету. Можно снимать. Женщина сидит на скамейке. Кому-то память, статуя памяти какого-то деятеля. Магда. Не могу прочитать. Имя Магда. Сабо. Магда Сабо. Писательница, скорее всего. Вот. Все же побольше людей вышло. Еще одно статуя. Это птица какая-то. Здесь что? Здесь нельзя наступать. Это крыша. Когда в предыдущие года были, в прошлом году тут ремонтировалось все. Вот. Да, такое мраморное все. Спуститься можно. Или что? Кто это? Грифон? Непонятно. Или Феникс в огне Возрождения. Да, Феникс. Феникс написано, возможно. Зинк. Бургер. Это афиша. Классическую музыку можно послушать. Когда что будет. Subway. Обмен валюты. Сегодня пришли
в аквапарк. Акватикум называется. Mediterranean. Вот. Половина будет закрыта фонтанов. Что-то будет работать. Что-то в летнее время больше фонтанов работает. Всяких различных водопадиков, пещер в самом аквапарке. А, вот видите. Не видно, наверное. Дверь крутящаяся. Никого особо нету. Такой холл. Можно прикупить всякие плавательные тапочки, нарукавники, плавки. Даже купальники какие-то раньше были. Очки. А вот. Что здесь? Приветствуем наших уважаемых гостей. Вот как нас приветствуют. Спасибо большое. Можно сняться для Инстаграма, если хотите, на фоне. Что? Так, здесь находимся в сувенирном магазине с фильма «Крик». Помните, такой фильм был? «Маска». Оскары. Что тут еще? Полотенце. 20 тысяч форинтов. Большое. Тоже есть полотенце. Что тут еще? Бумага туалетная. 600 форинтов. Ага. Типа деньгами подтереться можно. Копилочка. Каска строительная. С козырьком. Типа бейсболки. Всякая всячина, короче. Флаги. Да, вина. Или что это? Крывашка. Странная форма. А, номерные знаки. Типа номерных знаков что-то. Джок. Да. Шуточные.